Где-то вот, наверное, наступает такой момент, когда уже сознание отключается. То есть не вначале пали, а потом замерзли, а это вот вначале что-то там такое тормозится, и человек засыпает в этой ситуации. Я даже когда-то так писал, что ветер, скалы и снег, спокойно уснувшие лица. А может быть, этого нет, а может быть, это мне снится. Не сон это, память жжет, как тело ударом плети. Их вечный покой стережет, воющий в скалах ветер. Эта трагедия произошла в феврале далекого 1959 года. На Северном Урале, на безымянном тогда перевале, погибли сразу 9 свердловских туристов, студентов Уральского политехнического института. В то время это событие всколыхнуло весь город, прежде всего своей загадочностью и засекреченностью. И по сей день эта трагедия подернута завесой таинственности. С полным правом ее можно считать самой главной и самой жуткой тайной, когда-либо опускавшейся на Урал. По крайней мере в 20 веке. До сих пор окончательно неизвестно, что явилось истинной причиной чудовищной трагедии. И спустя почти 38 лет отдельные краеведы и исследователи, в основном из числа туристов, пытаются докопаться до правды. Почему погибли их товарищи? Лет 5-10 назад, когда немного ослабла тоталитарная хватка государства, появились зачатки так называемой гласности, и из архивов на божий свет выплыли кое-какие секретные документы, интерес к этой теме обострился. Усилилась тяга к любительским расследованиям, но и по сю пору, невзирая на отдельные проясненные нюансы, точка в этой страшной истории не поставлена. Наш интерес к этой теме обусловлен прежде всего извечной тягой корреспондентов ТАУ к различного рода экстремальным деяниям, неизведанностям и просто загадкам. Мы знаем, что для многих жителей нашего города тема той далекой северной катастрофы до сих пор остается живой и очень болезненной. И потому мы постараемся быть предельно объективны и опираться исключительно на документы, которыми располагаем, а также на показания людей, являющихся, по нашему мнению, самыми компетентными в этом вопросе. Наше повествование ни в коей мере не претендует на роль журналистского расследования. Нет, просто мы попытались собрать воедино людей, проводивших порознь, независимо друг от друга, свои расследования и делавших свои выводы, скомпилировать все наработки за несколько десятков лет и рассказать об этом. Мы будем опираться на мнение людей 3 разных поколений. Единой точки зрения, конечно же, нет, и более того, есть очень много версий. Но все они так или иначе упираются в одно необъяснимое явление – и у каждого своя трактовка этого феномена. История эта давняя. Молодые уральцы о ней, конечно же, и не слыхали. Но история эта, кроме того, что печальна и трагична, она также поучительна и просто интересна. Это история о дружбе, о мужестве, о беспримерной борьбе за жизнь из последних сил и о некой страшной тайне протяженностью в несколько десятков лет. Итак, слушайте. Начнем повествование с того, что группа молодых туристов из УПИ собралась идти в лыжный поход, или, если угодно, в экспедицию, на Северный Урал, на вершину горы Атартен. На языке манси она называется Вот-Тартан-Сяхл, что переводится примерно как «гора, с которой дует ветер». Эта гора замечательна тем, что является одной из самых красивых вершин Северного Урала, и тем, что ее высота 1234 метра. Прилично, очень порядочно. Раз, два, три, четыре. Правда, по другим источникам Атартен чуть ниже, 1182 метра. Но первая цифра как-то посимпатичнее и повыше, да и запомнить проще. Экспедицию на Атартен возглавил студент радиофака УПИ, 23-летний пятикурсник, дипломник Игорь Дятлов. С ним я больше всего связан, потому что прошел несколько походов, и у меня впечатление о нем двойственное. С одной стороны, когда он был участником в походе, это замечательный друг, это замечательный товарищ, с которым, как говорится, всегда готов идти на любые трудности, потому что он не оставит в беде. Человек с большим юмором, чувствуется, что он с большой эрудицией, и с ним было просто интересно. Но когда он шел руководителем, он почему-то ломался в характере, становился очень жестким, и такой командный стиль взаимоотношений с участниками, вообще говоря, нарушал микроклимат в группе. И однажды мы даже не вытерпели и высказали ему свои претензии, что так дальше нельзя. И мне кажется, что он почувствовал эту критику со стороны своих друзей, товарищей,
Поэтому вот в том трагическом походе я не знаю, как он себя вел, это уже трудно судить. Мне кажется, он был уже немножко другим. А вообще это человек исключительной неординарности, будем говорить. Он очень сильный физически, очень волевой. Ну и самое главное, что он интересный человек и с большим юмором, что нас поражало. И потом было несколько походов, где он уже, еще будучи студентом, проявил себя как специалист. То есть мы попадали в глухие места, где сразу же обращались с просьбой, нет ли у вас человека, который может приемник починить. И вот из ничего, можно сказать, не имея с собой никаких инструментов, он каждый раз каким-то образом выкручивался из положения и доставлял людям радость, потому что давал им возможность снова слушать радио. Маршрут путешествия по Северному Уралу намечался такой. Доехать до Ивделя по железной дороге, далее на машине до поселка Вижай, на лыжах через поселок Третий Северный вдоль реки Ауспии до Атартена. Обратный путь строго на юг, до вершины Ойка-Чукур и по реке Северная Аташемка до поселка Вижай. Далее до Ивделя и домой. На все северные похождения на лыжах по лесам и горам, а это 300 километров, ребята прогнозировали затратить 16 дней. Маршрут, безусловно, непростой. В те далекие 50-е годы он относился к высшей, третьей категории сложности. Сейчас категорий побольше и трассы есть посложнее. Тот маршрут был тернистым, но проходимым. Одним из многих. Да, в общем-то, обычным. Особенно для туристской группы Игоря Дятлова. Это, наверное, был цвет института по туризму, если не города, потому что в то время сборная области, и даже сборная города, и даже сборная области, она в основном на 90% формировалась из туристов УПИ. И это одна из таких групп, в которые вошли сильнейшие. Цитата из дневника группы Игоря Дятлова. Первая запись. 23 января 1959 года. Так, снова в поход. Сейчас сидим в 531 комнате, вернее, конечно, не сидим, а все лихорадочно суют в рюкзаки всякие овсянки, банки, тушенки. Завхоз стоит и смотрит, чтоб все у них вошло. В комнате художественный порядок. А вот мы и в поезде. Перепето много-много песен, выучены новые, и все расходятся по местам уже в 3 часу ночи. Интересно, что ждет нас в этом походе? Что будет нового? Да, мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. Интересно, сколько же у них силы воли? Смогут ли они без папирос обойтись? Все укладываются спать, а за окнами встает Уральская тайга. Подпись Колмогорова. Второй участник экспедиции – Зинаида Колмогорова, 21 год. Как и Игорь Дятлов, студентка радиофака УПИ. Ее все знали, Зину Колмогорову, потому что это был мотор нашей туристской секции. Девушка, которая привлекала себе внимание не только внешностью, не только, так сказать, хорошей физической подготовленностью, но исключительным таким и оптимизмом, жизнелюбием и вот энергией. Цитата из дневника группы. 24 января. В 7:00 прибыли в Серов. На вокзале встретили ужас как гостеприимно. Не впустили в помещение, и милиционер навострил уши. В городе все спокойно. Преступлений и нарушений никаких, как при коммунизме. И тут Кривонищенко затянул песню. Его в один момент схватили и увели. Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни и где мы сидим без них. Третий участник экспедиции – Георгий Кривонищенко, 24 года, студент строительного факультета УПИ. Кривонищенко я знал по походу на Саяны и знал, что это был исключительно выносливый, исключительно сильный парень. Хотя он шел в другой группе, просто мы были в одном районе и несколько раз встречались на маршруте. Продолжение цитаты из дневника. Все тоже 24 января, Серов. В школе рядом с вокзалом очень тепло встретили. Завхоз, она же уборщица, нагрела нам воды, предоставила все, что нам нужно было для подготовки к походу. Свободен целый день. Хочется сходить в город, например, в краеведческий музей и на экскурсию на металлургический завод. Но много работы с подготовкой снаряжения. С 12 до 2 часов дня, в перерыв между первой и второй сменами, организовали встречу с учениками. Набилось их столько, и все такие любопытные. Золотарев. Дети, сейчас мы вам расскажем. Туризм бывает, дает возможность. Все сидят, молчат, боятся. Зина Колмогорова. Тра-та-та-та-та. Как вот тебя зовут? Ты где была?
Ух, какие молодцы! И в палатках жили, и пошло, и пошло. Вопросам не было конца. Пришлось показывать и объяснять каждую мелочь, от фонарика до палатки. Им не хотелось нас отпускать. Пели песни друг другу. На вокзал нас провожала вся школа. Дело кончилось тем, что когда мы уезжали, ребятишки ревели и кричали, просили, чтобы Зина осталась с ними, была у них вожатой, они бы все ее слушались, хорошо учились. Четвертый участник экспедиции Александр Золотарев, 37 лет. Про него известно, что он был самым старшим в группе, разумеется, уже не являлся студентом, а работал профессиональным инструктором на Кауровской турбазе. Там же и жил в Кауровке. И снова продолжение дневника. Опять 24 января. В вагоне какой-то еще молодой алкоголик требовал у нас пол-литру и заявлял, что мы ее стянули у него из кармана. История снова закончилась второй раз в этот день вмешательством милиционера. Потом была беседа о любви по провокации Зины Колмогоровой, песни, ревизия, Дубинина под сиденьем, чеснок с хлебом без воды, и мы около полуночи прибыли в Ивдель. Большой зал ожидания, полная свобода действий. По очереди дежурили всю ночь. Автобус на Вижай выйдет рано утром. Подпись Юдин. Пятый участник экспедиции Юрий Юдин. Юра Юдин, сейчас он главный архитектор города Соликамска. Он заболел, потер ноги, и его было решено из поселка Северного отправить обратно, что он и сделал. В связи с дальнейшими событиями можно констатировать, что Юрию Юдину сильно повезло, знать судьба другая. Ровно настолько же повезло и двум другим, ныне живущим екатеринбуржцам, Бартоломею и Аксельроду. Подробности через пару минут. Юрию Юдину в том походе повезло, он вернулся домой. Знать судьба такая. Ровно настолько же повезло и двум мастерам спорта по туризму, Петру Бартоломею и Моисею Аксельроду. Вообще-то говоря, я хотел даже пойти, потому что на стадии подготовки еще в ноябре, еще в декабре я входил в эту группу, готовился к походу, чтобы вместе пойти. Но у нас не совпадали учебные планы, и была преддипломная практика, и меня мой заведующий кафедрой не отпустил, потому что нужно было тогда отказаться от преддипломной практики. В 1959 году, когда Игорь учился, а я уже работал, вообще, строго говоря, нашли разговор о том, что должен в составе этой группы тоже пойти на Северный Урал. Но поскольку было производство, оттуда не отпустили. Это во-первых. Во-вторых, я экономил себе время для лета, чтобы сходить в поход. Значит, я не пошел, но вот с женой мы вместе эту группу провожали, когда они собирались. Цитата из дневника группы Дятлова. 25 января 1959 года. Встали в половине шестого, быстро собрались и с первым же автобусом выехали в поселок Вижай. Через час ожидания удалось захватить автобус типа ГАЗ-51. 25-местный автобус вынужден был вместить в себя полных 25 и плюс к этому 20 рюкзаков, набитых до отказа, и столько же пар лыж. Получилось до потолка. Нижние сидели на сиденьях, на куче лыж, на рюкзаках. Пассажиры второго этажа сидели на спинках сидений, находя место для ног на плечах товарищей. Тесно было не настолько, однако, чтобы не петь, что и делалось почти всю дорогу до Вижая. Приехали в Вижай около 2 часов дня. Выяснилось, что продолжить автомобильное движение мы можем только утром. После обеда, который прошел в теплой дружественной обстановке, переселились в гостиницу, которая является собой обычную избу по 3 окошка. Сходили в кино, оставив домовничать Дорошенко и Колеватова. Смотрели «Золотую симфонию», вернулись в музыкальном настроении. Ночью, если верить местному коменданту, мы выедем дальше. Подпись «Колеватов». Шестой участник экспедиции Александр Колеватов, 21 год. Нам про него известно немного, лишь то, что он был вроде бы студентом физико-технического факультета УПИ, судя по дневнику, достаточно веселым человеком, сильным туристом и еще по данным одного источника, будто бы Александр вел свой собственный дневник, который впоследствии был обнаружен на месте трагедии, но достоянием общественности не стал до сих пор. Есть данные, что в записной книжке Александра Колеватова указана точная причина трагедии. Впрочем, информация эта просочилась от одного пьяного военного, сболтнувшего ее в ресторане.
Так что, была ли на самом деле книжка Колеватова – это вопрос. Причем вопрос принципиальный. Цитата из дневника группы 26 января 1959 года. Спали в так называемой гостинице, кто на койках по 2 человека, а Саша Колеватов и Юра Кривонищенко даже на полу, между койками. Поднялись часов в 9 утра, спали все хорошо, несмотря на то, что вечером не закрыли задвижку и к утру выстудило немного. На улице минус 17. Варить утром не стали, дрова сырые. Вечером, пока сварили, часов 6 прошло. Завтракать пошли в столовую. Когда подали холодный чай, Игорь Дятлов изрек, усмехаясь: «Если чай холодный, то выйди и пей его на улице, он будет горячий». Оригинальная мысль. Договорились и едем до 41-го участка на машине. Выехали только в 13:10, а в 41-м были около 16:30. Ехали на ГАЗ-63 наверху. Пока ехали, пели песни, дискутировали на разные темы. От темы о любви и дружбе до проблем раковых заболеваний и их излечения. На 41-м нас довольно приветливо встретили, отвели отдельную комнату в общежитии. Довольно долго разговаривали о всяких разностях с местными рабочими. Дежурные сварили обед. Мы поели и теперь отдыхаем. Разделились на 2 половины. Часть пошла в соседнюю комнату смотреть кино, другая часть сидит на рюкзаках. Занимается кто чем. Рустик Слободин играет на мандолине и одновременно разговаривает с Колей. Девчонки сидят, переписывают песни, а я сейчас буду заниматься подгонкой снаряжения. Подпись Кривонищенко. Седьмой участник экспедиции Рустем Слободин, 22 года, студент мехфака УПИ. Слободин очень спокойный, уравновешенный парень. Иногда даже молчаливый несколько. Я бы не сказал, что замкнутый, но спокойный, очень уравновешенный и совершенно с одинаковым характером, что ли, относился как к трудностям, так и к хорошим моментам в походе. Он не унывал в любой ситуации и поэтому производил впечатление очень надежного человека, спокойного, на которого можно положиться в любой ситуации. Цитата из дневника группы Дятлова. Снова 26 января. «Не могу, хотя пробовал». Подпись Коля Тибо. Такая вот лаконичная запись. Восьмой участник экспедиции Николай Тибо Бриньоль, 24 года, студент строительного факультета УПИ. Но это человек просто фантастически неунывающий, с большим юмором, жизнелюбивый, но и тоже очень непростой, будем говорить, судьбой, как это потом выяснилось. В те времена очень мало об этом старались говорить друг с другом, но тем не менее вот не потерял оптимизм, несмотря на то, что, видимо, у него не очень легкая была судьба. Цитата из дневника группы Дятлова. 27 января 1959 года. Погода была хорошая, ветер должен был дуть в спину по пути. Ребята договорились, что до 2-го северного поселка рюкзаки довезет лошадь. От 41-го поселка до него 24 километра. Мы помогли дедушке Славе разгрузить воз сена и стали ждать лошадь. Она ушла за сеном и дровами. Ждали до 4 часов. Ребята занялись переписью песен. Один парень прекрасно пел. Услышали ряд песен запрещенных, тюремных, 58-я статья. В 4 часа тронулись. Предварительно купили 4 булки хлеба. Мягкий теплый хлеб. 2 штуки съели. Лошадь идет медленно. Как приятно идти без рюкзаков. Прошли за 2 часа 8 километров. Речка Ушма. Уже начало темнеть. Все задержки из-за лошади. С нами идет Юра Юдин. Он неожиданно заболел и идти в поход не может. Там он решил для института набрать камней. Второй северный поселок – это заброшенный геологический поселок из 20-25 домов. Один лишь пригоден для жилья. Поздно ночью в сплошной темноте нашли поселок и только из-за проруби догадались, где изба. Загорел костер из досок, задымила печь, несколько человек проткнули гвоздями руки. Все благополучно. Вот и подошла лошадь, а после ужина в горячо натопленной избе на кроватях бросались шутками до 2 часов ночи. Подпись Дорошенко. Девятый участник экспедиции Юрий Дорошенко, 21 год, студент УПИ. К сожалению, ничего более определенного нам об этом парне неизвестно.
Его ближайшие родственники живут в Киеве, а в Екатеринбурге мы не нашли людей, близко знавших Юрия, хотя таковые наверняка есть. Цитата из дневника группы, 28 января 1959 года. «Утром разбудил всех бубнящий говор Юрки, Кривонищенко и Сашки Колеватова. Погода нам пока улыбается, ибо -8. Позавтракали. Часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошли собирать какие-нибудь минералы для коллекции. Ничего, кроме перита да прожилок кварца, не оказалось. Собирались долго, мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь. Вышли в 11:45. Идти вверх по реке Лозве. Каждый турит тропу 10 минут. Глубина снега в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Часто приходилось останавливаться и оскабливать мокрый снег с лыж. Берега Лозвы в районе 2-го Северного скалистые, особенно правый берег. Затем скалы из известняка попадаются только местами, и в конце концов берега становятся пологими, сплошь покрытыми лесом. Встаем на привал в 5:30 на берегу Лозвы. Сегодня первая ночь в палатке. Ребята возятся с печкой, пришивают полог из простыни. Кое-что сделав и кое-что не сделав, садимся ужинать. После ужина долго сидели у костра, пели задушевные песни. Зина пытается даже учиться на мандолине под руководством главного нашего музыканта Рустика. Затем снова и снова возобновляем дискуссии. Причем все наши дискуссии, которые были за это время, преимущественно про любовь. Кому-то приходит в голову мысль стенографировать все наши высказывания и завести на этот счет особую тетрадь. Поговорили, вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на 2 отсека. В дальнем отсеке располагаемся мы с Зиной. Никому не хочется спать у печки, и решили положить туда Юрку Кривонищенко. С другой стороны располагается дежурный Саша Колеватов. Юрка, пролежав 2 минуты, не выдерживает и перебирается во 2-й отсек, при этом страшно проклиная и обвиняя нас в предательстве. После этого мы еще долго не можем заснуть, о чем-то спорим, но наконец все стихло. Подпись Дубинина. 10-й и последний участник, вернее участница экспедиции, 2-я девушка в этом походе, Людмила Дубинина, 23 года, студентка строительного факультета УПИ. В предыдущем походе мы были на Восточных Саянах, получила серьезную травму ноги, настолько сильную, что она в принципе не могла перемещаться сама, и мы ее вынуждены были транспортировать. Это длилось много дней, она испытывала ужасные боли, она испытывала моральное неудобство, что мы вынуждены ее нести на носилках, от этого она очень сильно мучилась. Там были сильные дожди, она лежала мокрая и все время видела, как нам тяжело, но она проявила исключительную силу духа, и это нас, вообще говоря, покорило в ней и потрясло, с какой стойкостью она переносила, будем говорить, и моральные, и физические трудности. Цитата из дневника группы Дятлова. 29 января 1959 года. День 2, когда мы идем на лыжах. Шли от ночевки на реке Лозве к ночевке на реке Ауспии. Шли по тропе Манси. Погода хорошая, -13 градусов. Ветер слабый. Часто на Лозве встречали наледи. Все. Подпись Коля Тибо. Постскриптум. Похабно писать через 2 дня. И снова Николай Тибо Бриньоль блеснул своей краткостью, а значит талантливостью. Пишет скупо, но емко. Цитата из дневника руководителя экспедиции Игоря Дятлова. 30 января 1959 года. Дневник пишется в пути, на морозе, на ходу. Сегодня 3-я холодная ночевка на берегу Ауспии. Начинаем втягиваться. Печка – великое дело. Некоторые, Тибо и Кривонищенко, думают сконструировать паровое отопление в палатке. Полог, подвешенные простыни, вполне оправдывают себя. Подъем в 7:30. После завтрака идем по реке Ауспии. Но опять эти наледи не дают нам продвигаться вперед. Пошли берегом по оленьей тропе. В середине пути встречаем стоянку Манси. Да, Манси, Манси, Манси – это слово встречается в нашем разговоре все чаще и чаще. Манси – народы севера, малонаселенный Ханты-Мансийский округ, 7000 человек. Очень интересный и своеобразный народ, населяющий северный, заполярный Урал, ближе к Тюменской области. У них есть письменность, свой язык и, что характерно, особый интерес представляют лесные засечки и особые значки. Подпись Игорь Дятлов. Здесь хотелось бы отметить одну важную штуку. Дневник нами цитируется уже достаточно долго и практически без купюр. Мы сознательно не перекладываем фабулу похода на новый лад, а представляем вам события той поры словами из тех же самых времен. Во-первых, документы эти являются любопытными с исторической точки зрения.
Ну а во-вторых, дневники написаны достаточно живым слогом, как нам кажется, очень интересно. Они полностью передают дух того времени. 7 парней и 2 девушки в походе, разговоры о любви и дружбе. Такое только в старинных советских книжках и фильмах увидишь. Сплошь романтика, ни грамма меркантильности, и от этого даже как-то светло на душе, и вместе с тем ностальгия по старым добрым отношениям гнетет. Сейчас так общаться могут очень немногие. В текущий исторический период даже такие вольнолюбивые виды, как туризм и альпинизм, поставлены на финансовые рельсы и упираются иногда в финансовые тупики. Но истинные романтики бьются с этим явлением как могут. Туризм и альпинизм – это не столько род занятий, как образ жизни. И вот, чтобы вы понимали, в то время, это 50-е годы, когда жизнь была пронизана этой казенщиной, этим бездушием, этой фальшью, что это была такая отдушина для души, для нас, для всех. Мы были сами себе командиры и хозяева. Мы боролись с природой, не с мифическими врагами, не с идеологическими расхождениями друг с другом, а мы жили в полную силу. О продолжении экспедиции группы Игоря Дятлова на Северный Урал после небольшой паузы. Первое. Цитата из дневника Игоря Дятлова. Снова 30 января 1959 года. Температура утром минус 17, днем минус 13, вечером минус 26 градусов. Ветер сильный, юго-западный. Падает снег, облака густые, резкий перепад. Температура характерна для Северного Урала. Оленья тропа кончилась. Началась торная тропа, потом и она кончилась. Шли целиной, очень трудно, снег до 120 сантиметров глубиной. Лес постепенно редеет, чувствуется высота. Пошли березки и сосенки, карликовые и уродливые. По реке идти невозможно, не замерзла, под снегом вода и наледь. Идем опять берегом, день клонится к вечеру. Надо искать место для бивуака. Вот и остановка на ночлег. Ветер сильный, западный, сбивает снег с кедра и с сосен, создавая впечатление снегопада. Как всегда, быстро разводим костер и ставим палатку на лапник. Погрелись у костра и пошли спать. Подпись Игорь Дятлов. Пока в записях командира экспедиции Игоря Дятлова перерыв на ночевку, расскажем о климате, который имеет место быть на Северном Урале и который сопутствовал походу группы Дятлова. Климат суров, особенно зимой, и такая беда повторяется из года в год. Мы через 20 лет, но более в марте месяце делали поход, посвященный памяти, по сути дела, дятловцев. Именно по этому же маршруту, только встречно двигались. И когда мы подходили к этому перевалу, была температура минус 3-4 градуса, но такой ветер, что нам приходилось палками вот так вот упираться и удерживаться, потому что на фирне, почти обледенелом, лыжи совершенно не держали. Климат суровый достаточно. То есть в то время, когда здесь еще осень, там уже лежит снег. Впервые в своей жизни, там, не знаю, там, последний раз видел термометр с отметкой минус 52. То есть это, это холодно. Вот, а стандартные температуры там минус 30, минус 40 зимой. Февраль, причем это такой самый суровый месяц. Вот, а все туда ходят именно в феврале, не потому что все герои, а потому что просто эти студенческие каникулы как раз вот так выпадают. Цитата из дневника Игоря Дятлова. 31 января 1959 года. Сегодня погода немного хуже. Ветер западный, снег, видимо, с елей, ибо небо совершенно чистое. Вышли относительно рано, около 10 утра. Идем по проторенному Манси лыжному следу. До сих пор мы ехали по Мансийской тропе, по которой не очень давно проехал на оленях охотник. Вчера мы встретили, видимо, его ночевку. Олени дальше не пошли. Сам охотник же пошел по зарубкам старой тропы. По его следу мы идем сейчас. Сегодня была удивительно хорошая ночевка, тепло и сухо, несмотря на низкую температуру окружающей среды, минус 18, минус 24. Идти сегодня особенно тяжело, след не видно, часто сбиваемся с него. Или идем ощупью, таким образом проходим 1,5-2 км в час. Вырабатываем новые методы более производительной ходьбы. Первый сбрасывает рюкзак и идет 5 минут, затем возвращается, отдыхает 10-15 минут и догоняет группу. Так родился безостановочный способ прокладывания лыжни.
Особенно тяжело при этом второму, который идет по лыжне Ториной первым, с рюкзаком. Постепенно отделяемся от Ауспии. Подъем непрерывный, но довольно плавный. И вот кончились ели, пошел редкий березняк. Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый, горизонтальный. Наст, голые места. Об устройстве лабаза даже и думать не приходится. Время около 4 часов. Нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг, в долину Ауспии. Это, видимо, самое снегопадное место. Ветер небольшой, но снег 1,20 м, 2 метра глубиной. Усталые, приунылые, принялись за устройство ночлега. Дров мало. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте при пронзительном вое ветра в сотни километров от населенных пунктов. Подпись Игорь Дятлов. Хотелось бы акцентировать внимание на последнем замечании Игоря. В лесу, внизу, в палатке хорошо, а на горе, на склоне плохо. Ветрено. Это важно для понимания дальнейших событий. Цитата из общего дневника группы. 1 февраля 1959 года. Сегодня день рождения Саши Колеватова. Поздравляем, дарим мандарин, который он тут же делит на 8 частей. Люда ушла в палатку и больше не выходила до конца ужина. В общем, еще один день нашего похода прошел благополучно. Подпись Зина Колмогорова. Это была последняя по времени запись. Далее во всех дневниках пустота и начинается страшная тайна. Так как до этого туристы регулярно, то есть ежедневно писали в дневниках, то это дает основание полагать, что трагедия случилась именно в ночь с 1 на 2 февраля. Что произошло, достоверно сказать не может никто, но появилось множество гипотез. Теоретически по графику продвижения группа 12 февраля должна была вернуться в поселок Вижай и посредством телеграфа сообщить в Свердловск, что экспедиция завершена. Но в контрольный срок связь с турклубом УПИ не состоялась. Это вызвало легкое беспокойство родственников. Но поначалу особого значения задержки не придали. Думали так: коллектив очень сильный и опытный, что с ними может произойти? Спустя несколько дней стало понятно, что с группой Игоря Дятлова на маршруте что-то стряслось. 19-20 февраля я был в Вивделе, куда начали стягивать, во-первых, руководителей поисков, а ими были Ермаш от облсовпрофа и, скажем так, от туризма был Евгений Поликарпович Масленников. В то время, по-моему, он был секретарь парткома виза. И начали стягивать туристов постепенно. Вот с двумя из них через день или на следующий день меня выкинули на самую северную точку возможного маршрута группы Дятлова. Идея поиска была такая, что поскольку было известно, что они должны были, и вернее маршрут их был известен, ну, по крайней мере, по карте, и самой северной точкой была гора Атартен, то идея это была такая, что сразу перерезать их маршрут в 5 точках и обнаружить, где есть ложня, а где ее нет, то есть где их искать. Значит, нас выкинули под Атартен втроем, радиста, туриста и меня. Радиста мы оставили на месте, а на следующий день, я-то думаю, что это где-то было 22-21 февраля, значит, мы вдвоем на лыжах стали резать хребет в том месте, чтобы найти лыжню или, так сказать, ее не найти. И где-то уже во второй половине дня над нами летел самолет. Как было обговорено, Ан-2, как было обговорено, мы легли буквой «П», то есть поиски продолжаем, на снег легли. И нас сбросили с низкой высоты вымпел фотокассету с красной тряпочкой, в которой было указано, что вещи группы Дятлова, палатка и группа Дятлова найдены южнее вас на высоте 1079, и, собственно, все, сворачивайте поиски. Значит, мы вернулись на базу, связались по рации, через день нас забрали, выкинули снова в Вивдель, а оттуда вертолетом снова выкинули вот в эту долину. Значит, что выяснилось? Выяснилось, что самая первая поисковая группа во главе со Слабцовым, которая шла по их лыжне, вышла к лабазу, которую устроила группа, прежде чем сделать радиальный выход на Атартен. И от лабаза лыжня уходила на перевал в долину реки Лозьвы.
Группа стала подниматься, поисковая группа стала подниматься по этой лыжне, и с перевала увидела палатку, черное пятно. Для тех, кто не знает, что такое лабаз, упомянутый выше, уточним. Это хранилище продуктов и вещей, устраиваемое, например, на дереве или закопанное в снегу. То есть, чтобы не таскать с собой лишний груз, часть его оставляется. Туристы идут в конкретное место, куда им надо, в данном случае на гору Атартен, что в 10 километрах от лабаза. Потом возвращаются, забирают продукты и идут обратно. Палатка группы Дятлова была обнаружена поисковиками группы Слабцова 26 февраля. Палатка стояла на склоне горы с высотой 1079 метров, в 300 метрах от вершины. Склон пологий, 18-20 градусов. Описание палатки из материалов уголовного дела. Вход в палатку был обращен к перевалу. Палатка почти вся засыпана снегом. Вход в палатку был раскрыт, из него высовывались простыни, служившие пологом. Скат палатки, обращенный к склону, был разорван ближе ко входу, и в дыре торчала меховая куртка. Скат, обращенный к спуску по склону, был разорван в клочья. Перед входом лежала пара связанных лыж. У входа внутри палатки лежала печка, ведра, одно с флягой со спиртом, пила, топор, чуть дальше фотоаппараты. В дальнем углу палатки сумка с картами и документами, фотоаппарат Дятлова, дневник Колмогоровой, банка с деньгами. Справа от входа лежали продукты, рядом с ними 2 пары ботинок. Остальные 6 пар лежали у стенки напротив, где-то в середине палатки валенки, 3,5 пары. Возле сухарей лежала полено, взятое с места прошлой ночевки. Рюкзаки расстелены по низу, на них ватники и одеяло. Часть одеял не расстелена. Сверху одеял теплые вещи. В ближней ко входу половине палатки обнаружены сухари, разбросанные на одеялах, и шкурки от корейки. Эти данные, написанные достаточно таким суховатым языком, можно считать объективными. Мы намеренно процитировали уголовное дело дословно. Это скучновато, но принципиально. Что получается? Палатка разодрана в 2 местах, в ней осталась обувь, теплые вещи, а самих туристов нет. О поисках группы Дятлова мы расскажем после небольшого перерыва. – 26 февраля 1959 года на перевале была обнаружена палатка группы Дятлова. Сразу же начались интенсивные поиски туристов. Значит, палатку свернули, а 2 человека из поисковой группы в поисках места для базового лагеря в этой долине, в долине Лозьвы, стояли они, и лабаз стоял в долине реки Ауспия. Значит, они по склону срезали склон, потому что там, издалека был виден огромный могучий кедр. И прямо выехали вот так по склону на кедр, и под кедром сразу обнаружили 2 трупа. Кривонищенко и Дорошенко. Они были в кальсонах, были в нижних рубашках, в ковбойках, больше ничего. Были босые ноги или в носках, наверное, в носках, сейчас уже помню плохо. Рядом был костерок, который ушел в снег. На этом кедре на высоте до 5-6 метров были обломаны ветки. То есть ясно, что это была и героическая работа, и каторжная работа, вот обломать это все с голыми руками, на морозе, и будучи практически раздетыми. Вот, и они, естественно, прыснули от этого кедра с трупами, ребята были молодые. Тогда было решено, что лагерь останется поисковый в долине Ауспии, вот долину, или, так сказать, базу поиска не, скажем так, не затаптывать, не загаживать, так сказать, ничего. И после этого решения из Ивделя была доставлена большая ротная армейская палатка, и эту палатку начали набивать людьми. Значит, это были в основном туристы УПИ, это были курсанты какой-то школы Севураллага, и и офицеры, которые состояли в команде по поимке беглых, опять-таки, для Севураллага. Вот сейчас чисто по памяти, я думаю, что где-то было нас временами до 40 человек, а может быть даже и больше. Среди нас был прокурор по спецделам Свердловской прокуратуры Лев Никитич Иванов, спал с ним в одном мешке.
Ну и, наверное, кто-то, в общем, нас регулярно обстукивал и не давал нам ходить туда, куда мы порывались, в общем-то, сходить, так более-менее в зоне поиска там. Потому что, ну, какие-то места вызывали сомнения, там, скажем, вроде был лес на каком-то склоне, и вот из этого леса как лавина прошла, то есть вот квадрат был какой-то совершенно голый. То ли это снегом было засыпано, то ли как-то по-другому. Ну, неважно. То есть, ну, похоже, что нас и содержали в руках. Это, по тем временам это нужно воспринимать как нормальную информацию. Теперь как были организованы поиски. Вот та команда, которая прилетела на следующий день после обнаружения палатки, ну, во-первых, там сразу нашли Дятлова, потому что из снега торчал его рука в голубом свитере и безрукавка. Собака в одном месте начала царапать снег, и в этом месте оказалась под снегом Колмогорова Зина. Вот, а дальше технология поиска была такая. Нам из Ивделя привезли щипы, то есть это арматура, где-то десятка с заостренным концом, и мы этими пиками в два ряда в шахматном порядке пробивали снег до дна, скажем так. Дело в том, что поскольку там ветра, то глубокого снега там не было. В общем, где-то, так сказать, мы уже примерно ориентировались, там 40 сантиметров или 50 сантиметров. И этим занимались изо дня в день, проходя поперек долину, день за днем, по второму, по третьему, по четвертому разу. И в какой-то из них, да, нашли Рустика Слободина. Вот это был пятый найденный. Их по мере, скажем так, по мере того, как, ну, первых четверых сразу увезли вертолетом в Ивдель, потом увезли пятого Слободина, и где-то числа 5-6 марта их увезли, 5 трупов увезли в Свердловск. И первую группу нашли без телесных повреждений. Меня насторожило что вокруг морга, в морг никого не пустили. Для вас это тоже новость. Значит, работники КГБ охраняли морг. Значит, эксперт был возрожденный Ганс. Я выполнял роль как следователя и в основном санитара. Никому не подпускали. То есть я упаковывал мозг, значит, все ткани для гистологического исследования и прочее. Первая партия, первые 3 или 4 трупа, никаких телесных повреждений не было. Вся эта правительственная комиссия устроила пьянку, значит, в поселке Лозьва. Мы сидели в морге. В материалах уголовного дела есть акты судебно-медицинской экспертизы всех погибших. Это сухие и достаточно циничные строки. Имеются подробнейшие описания всех внешних и внутренних органов, малейших повреждений. На телах всех 5, найденных в феврале, имеются внутренние кровоизлияния, царапины, ссадины, запекшаяся кровь и так далее. Но это не имеет принципиального значения. Важно следующее. Первые найденные тела под кедром Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко были облачены лишь в нижнее белье. У Дорошенко обожжена стопа и волосы на правом виске, а у Кривонищенко ожог голени 31 на 10 сантиметров. У Рустема Слободина на голове трещина длиной 6 сантиметров с расхождением до 1,1 сантиметра. В остальном у всех 5 судмедэкспертиза обнаружила обморожение 3 и 4 степени. Пока мы описываем исключительно фактуру, объективные данные. Обо всех трактовках мы будем повествовать во второй серии. Именно на различных повреждениях и строятся версии, кто, когда и от чего мог их получить. А пока обобщение результатов поисков в феврале 1959 года. На склоне горы 1079, в 300 метрах от вершины, находится порезанная палатка. В 1,5 километрах от палатки вниз по склону, в долине реки Лозьва, на окраине леса, под огромным кедром обнаружены костер и трупы Дорошенко и Кривонищенко, оба в нижнем белье. В 300 метрах от костра, выше по склону, труп Дятлова. В 180 метрах от него труп Слободина. В 150 метрах от него труп Колмогоровой. Тела Игоря Дятлова, Рустема Слободина и Зины Колмогоровой лежали практически на одной прямой, соединяющей кедр и палатку. Остальных 4 участников экспедиции в феврале 1959 года поисковики не нашли. Эта трагедия на Северном Урале потрясла Свердловск. Поползли слухи.
И кроме того, событие это обрело мировой резонанс. Дело в том, что в 1959 году в Свердловске проходило женское первенство мира по конькам. Это первый раз на моей памяти было, когда в Свердловск запустили иностранцев как таковых, и журналистов в частности. И вот информация о том, как отдыхают студенты в Советском Союзе и что из этого получается, она попала куда-то в зарубежные СМИ, как сейчас говорят. И нам передали на место указания Хрущева найти во что бы это ни стало или чего бы это ни стоило. Вот под это мы и там и работали. Поиски остальных 4 туристов продолжались весь март, апрель, май. А похороны Дятлова, Колмогоровой, Слободина, Дорошенко и Кривониченко состоялись 9 марта 1959 года на Михайловском кладбище. Естественно, в то время власти пытались это дело замять, по крайней мере не афишировать. Первоначально предполагалось похоронить погибших в Ивделе, но родители настояли: наши дети не преступники и будут похоронены в Свердловске. Со слов очевидца тех событий, Валентина Якименко, все объявления о похоронах срывались со стен. Но студенты УПИ врывались в аудитории и всем сообщали о времени и месте. Хоронило туристов огромное число людей. Гробы выносили из общежития радиофака в районе улицы Ленина Генеральской. На всех перекрестках стояла милиция, во дворах сотрудники в штатском. Внести гробы через главный вход на Михайловское кладбище не дали. Все проходили через огромную дыру в заборе. На Михайловском кладбище были похоронены 4. Георгий Кривониченко был предан земле отдельно на Ивановском погосте, будто бы такова была воля родных. На могиле 4 погибших туристов предполагалось поставить памятник в виде каменного останца, похожего на тот, что торчит на перевале, где погибли ребята. Потом решили поставить стелу. Были выделены огромные деньги, но их в срок не использовали и финансы рассосались. Пришлось ставить обычный монумент, который стоит на могиле дятловцев и по сей день. О поисках остальных туристов и о различных версиях этой мрачной трагедии мы поведаем во 2-й серии.